Привет, друзья! После небольшого перерыва с вами снова канал «Не беглый». Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Сразу же хотим принести извинения нашим подписчикам и зрителям. По объективным причинам пришлось пропустить прошлый даже с недели. Тут совпало сразу два фактора. Во-первых, была сильная занятость на работе у всей нашей небольшой команды. Жизнь в эмиграции не дешевая, поэтому приходится работать, в том числе иногда без выходных. Во-вторых, мы обрабатывали замечания и предложения к тексту обращений, которые мы разместили для публичного обсуждения. Получили много предложений, некоторые из них противоречили друг другу, поэтому пришлось повозиться с формулировками, чтобы учесть пожелания как можно большего количества людей. Итоговая версия обращения будет размещена в публичном пространстве уже сегодня, и мы призываем всех небезразличных белорусов присоединиться к ее подписанию и продвижению. Также призываем наших зрителей подписываться на канал «Небеглый», делиться этим видео со своими друзьями, а после просмотра обязательно оставлять свои комментарии и ставить лайки. А у кого есть такая возможность, поддержите «Небеглый» не только морально, но и материально. Ссылки есть в описании ролика и канала. Ваша поддержка очень важна для развития нашего независимого ресурса. Ну что ж, поехали. За 2 минувшие недели произошло много интересных событий, которые в той или иной мере связаны с белорусами и Белоруссией. Но так и не произошло самого ожидаемого события — очередного досрочного освобождения хотя бы части из наших друзей, находящихся в застенках режима. Ходит много разговоров о так называемой «большой сделке» между режимом Лукашенко и администрацией Трампа. Именно частью этой сделки и должно стать освобождение политзаключенных. Но пока что мы видим очередные попытки офиса Тихановской примазаться к будущему освобождению белорусов, содержащихся в белорусском ГУЛАГе. О роли этого самого офиса в освобождении политзаключенных на неделе рассказал никто иной, как сам серый кардинал Франок Янчорка. Естественно, большинство белорусов прекрасно понимают, что офис не имеет никакого отношения к этому процессу. Но пятилетний опыт эксплуатации темы политзаключенных в своих шкурных интересах не оставляет выбора Франку и компании. Они продолжают использовать эту тему, потому что по всем другим направлениям очевиден провал. Да, периодически еще поднимаются в подконтрольных СМИ темы паспорта Новой Беларуси или Конституции имени Лебедько. Но это уже скорее по инерции. И история со снижением уровня физической охраны Светланы Тихановской и ее офиса говорит о многом. Европейские политики понимают, что 5 лет безрезультатной работы офиса нужно как-то заканчивать, потому что становится уже неудобно отвечать на вопросы своих же налогоплательщиков. И попытки офисных помощников рассказать нам сказки о том, что сразу несколько европейских стран готовы принять офис со всеми его прошлыми атрибутами в виде VIP-содержания, не более чем попытка сохранить мину при плохой игре. Да, Тихановскую еще приглашают в тот же Европарламент. Опять-таки по инерции, ввиду отсутствия альтернативных представительных органов белорусов в эмиграции. Поэтому так важно, чтобы как можно больше белорусов подписали обращение, которое подготовила наша команда совместно с инициативой «Звичайные люди» и другими небезразличными белорусами. Нужно, чтобы интересы белорусов в Европе представляли именно те, кого выбрали сами белорусы, а не кучка политических мошенников, которые выскочили на политический Олимп на волне 2020 года. Обновленный текст обращения с учетом поступивших замечаний и предложений будет опубликован уже сегодня на информационных каналах «Небеглого» и «Звычайных людей». Там же будет предложен механизм подписи этого обращения. И мы призываем всех
небезразличных белорусов максимально распространять это обращение. Конечно, при условии, что это безопасно для вас. Но пока что вернемся к выступлению Читы Тихановских в Европарламенте. О том, насколько оно было интересным, говорит количество зрителей, которое осталось на это выступление. И это еще один результат работы офиса за 5 лет. Потеря интереса к белорусскому вопросу. И если бы не продолжающиеся репрессии и аресты по политмотивам, то этот интерес был бы еще ниже. Именно поэтому мы продолжаем утверждать, нынешний состав офиса не заинтересован в реальном прекращении репрессий в Беларуси. Результатом поездок в Европарламент стала резолюция. Она мало чем отличается от прошлых резолюций. Снова много озабоченности и глубокой озабоченности. Много общих слов о поддержке и мало конкретики. Да, мы понимаем, что конкретика начинается уже в более узких встречах с теми, кто влияет на принятие решений в ЕС. Но результаты этих встреч за 5 лет со стороны офиса мы прекрасно видим. Мы сейчас про кучу фоточек со всех этих мероприятий. К сожалению, реальные результаты расходятся с заявлениями и фоточками. Как, например, свежий кейс о депортации бывшей политзаключенной белорусской из Польши в Литву на основании Дублинского соглашения. При этом именно в Польше у этой белорусски Натальи Подлевской живут ее родные. Вот этим конкретным вопросом должны заниматься офис и ОПК, в котором есть целый отдел по социальной политике. И вместо того, чтобы рассказывать о том, как тюрьма делает белорусов хуже, лучше бы занимались конкретной помощью в конкретных вопросах. Но зачем заниматься тем, что требует реальной работы? Ведь всегда есть небезразличные белорусы, которые помогают друг другу. Или депутат Европарламента Малгожата Гасевская, которая очень помогла конкретно в этой ситуации с Натальей Подлевской. А офису и прочим, АПК и НАУ можно потом просто примазаться к результату. Делать это, примазываться к чужим результатам, они научились хорошо. И еще одна претензия к итоговой резолюции. Это отсутствие акцента на ситуации с Николаем Статкевичем. Человек, который претендует на реальное лидерство среди белорусов и который был выпущен в рамках сделки с США. Скорее всего, снова заключен в тюрьму. И этот вопрос необходимо выделять в отдельное направление работы. К сожалению, очевидно, что офис не будет заниматься кейсом Статкевича вплотную, потому что конкуренция им не нужна. У офиса сейчас есть более важные задачи, и основная из них – это вернуть VIP-уровень содержания. Для этого даже пришлось обратиться к своему вечному союзнику из Варшавы, господину Латушко. Видимо, он и посоветовал схему, которую проверял на себе, и уже совместно НАУ имени Латушко и офис имени Тихановской заявили, что им поступили угрозы. В этот раз они пошли дальше и даже выяснили личность того, кто угрожал. Как вы думаете, с помощью кого выяснили? Правильно, с помощью придворной милиции. Белпол с Жигарем во главе. Того самого Жигаря, который не так давно заявлял, что они не могут проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий на территории чужой страны. А тут взяли и оперативно выявили человека, который угрожал нашим так называемым лидерам. Что-то не сходится пазл. Более того, они решили не озвучивать имя героя этих угроз. Видимо, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда в Латушко прилетела пластиковая мусорка. Напомню, тогда депортированный белорус, который и бросил эту мусорку, сообщил, что заказчиком этого нападения был сам Латушко. Очень уж похожи эти подходы на те, что использовал Лукашенко в самом начале своей политической карьеры. Может, это потому, что тогда в команде Лукашенко был небезызвестный господин Лебедько? Интересно,
Какое покушение придумают на этот раз? Есть версии? Пишите в комментариях. Светлана Тихановская уже сделала ход конем и отказалась от поездки в Армению. Причиной отказа, по словам ее помощника, стало именно снижение уровня физической охраны Тихановской. Показывают таким образом литовским политикам, мол, посмотрите, из-за вас приходится отменять поездки. А чего ж тогда не отменяются поездки в принципе, в том числе по Европе? Уж если обижаться на европейских политиков, так по полной программе. Пока офис вместе с НАУ занимается придумыванием истории покушений, в Координационном совете произошел свой мини-скандал. Фракция «Воля» внесла предложение о необходимости проверки на полиграфе всех делегатов КС и ответственных работников. Но это предложение не нашло отклика в душах членов Координационного совета. А то мало ли, потом бы пришлось рассказывать слезные истории, подобные той, которую поведала нам наша Нива. Речь об истории прохождения полиграфа госпожой Мельниковой. Той самой Мельниковой, которая была соратником Латушко и спикером КС. Ранее уже сообщалось, что Мельникова в свое время проходила полиграф. А сейчас эта история обрастает подробностями. Оказывается, Мельникова не выдержала первой проверки на полиграфе, расплакалась и сбежала. Но добродушные господа из Байпола во главе с Азаровым решили дать второй шанс будущей спикерке КС. И вот второй раз все прошло без сучка и задоринки. Опять-таки, со слов Азарова. Пока что со стороны это выглядит так, что агент проверял агента. Сори, но таковы реалии нашей с вами политической эмиграции. Ну и да, напомню, что господин Азаров ликвидировал недавно организацию «Байпол». Как говорится, концы в моду по поводу инициативы «Фракция Воля». Было вполне ожидаемо, что КС, который фактически под контролем Латушко, не допустит введения обязательной проверки на полиграфе. И тут на самом деле показателен не сам факт прохождения полиграфа. Мы прекрасно понимаем, что и он допускает ошибки. Их можно, конечно, минимизировать, если пригласить опытного и, главное, независимого специалиста. Тут важно оценить саму готовность пройти полиграф со стороны народных избранников. Как говорили в тюрьме, видимо, что-то чувствуют за собой. Отдельно хотелось бы услышать мнение по этому поводу от бывших политзаключенных, которые прошли белорусский БелАК и которые являются членами Координационного совета. Например, независимого блогера Сергея Петрухина и учредителя и лидера Баб Доволи Олега Кулеша. Они прекрасно знают, что вопросы прозрачности и доверия одни из самых обсуждаемых среди политзаключенных. И хотелось бы понять их мотивацию, когда они отказались голосовать по предложению фракции «Воля». Сергей Петрухин уже озвучил свою позицию по этому вопросу. Ждем такого же шага и от Олега Кулеша. На фоне всего происходящего здесь в эмиграции в Беларуси прошла очередная волна задержаний. На этот раз под каток репрессий попали родственники политзаключенных и те, кто им помогал. Задержания имели массовый характер, и есть все основания полагать, что произошел очередной слив данных белорусов, которые еще проявляли хоть какую-то активную позицию, находясь внутри страны. Это очень похоже на продолжение зачистки внутри страны от остатков активистов. И, к сожалению, приходится констатировать, что режиму в этом кто-то помогает отсюда, из эмиграции. Но пока так называемые народные избранники будут бояться проходить проверки, политики будут бояться вести прозрачную деятельность, а все вместе они будут продолжать использовать тему политзаключенных в личных целях, ничего не поменяется. Так что давайте, дорогие наши белорусы, включаться в работу. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Не забывайте делиться видео со своими друзьями. Оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Если кто-то желает поддержать канал «Небеглый» не только добрым словом, то в описании есть необходимые ссылки.
С вами был канал Не Беглый. Скоро увидимся.